Всем приветик! Добро пожаловать в заключительную пятую часть нашего открытого курса по Божьей коровке. Все детали у нас полностью связаны, и сегодня мы соберем наш ювелирный конструктор воедино. В этом уроке мы надежно пришьем подкрылки, надкрылья и лапки, выполним аккуратную вышивку на мордочке, оформим глазки-бисеринки и сделаем реалистичные усики. Доставайте свои запасы деталей и давайте оживим нашу красавицу. Начинать сборку нашей Божьей коровки мы будем с вот этого черного пятнышка. Ранее мы подготавливали с вами детали. Вот эти мелкие черные кружочки – это для крылышек, пятна на крылышке. И кружок побольше, он нам как раз сейчас и понадобится. Заправила остаток нити в иголку. Сейчас будем пришивать. Вот здесь на тельце мы оставляли маркер. Он идет по брюшку. Нам необходимо пришить вот сюда, на спинку. Прикладываем вот сюда. Прикреплю иголочкой. И пришиваем по кругу обычным способом. Вот таким образом. За каждую петельку. Вот так. Продолжаем по кругу. Я подошла к месту, откуда начинала. Делаю последний стежок. И просто прячу вот этот остаток нити вот сюда, под пятнышко. Лишнее отрезаем. Иголочку вытягиваю. И также можно убрать вот этот маркер. Теперь таким же образом пришьем коричневые детали. Вот эти коричневые парные пятнышки. Прикладываю их также впритык. Ровной стороной вниз. И закреплю иголочками, чтобы было удобно. Тоже ровная сторона вниз. Вот так должно получиться. Пришиваю я кроме вот этих нижних сторон. То есть дойду вот сюда, перейду иголочкой сразу на эту сторону и дошью остаток. Точно так и с этой стороны, чтобы здесь был более рельефный край. Вот я сделала несколько стежков до угла сюда, вытягиваю и просто перехожу на другую сторону, в другой уголок, и дошиваю также 3 стежка. Вот. И продолжаю над вот этой рельефной полосочкой. Остаток также прячу под пятнышко. Узелков я не делаю, эти детали неподвижные, так что ничего не оторвется. Вот такой рельеф получается. Остаток отрезаем. И точно так пришиваю с другой стороны. Вот так получается.
Теперь пришиваем подкрылки прямо над вот этими коричневыми пятнышками и впритык к черной детали. Здесь я оставляла ниточку только на одном крылышке, для того, чтобы поменьше было узелков и закрепок. Пришиваем вот здесь впритык к черной детали над коричневым пятнышком. Вот таким образом. Двумя стежками. Этого будет достаточно. Вот так. И теперь сразу отсюда перехожу на эту сторону. Этой же ниточкой пришиваю вторую деталь. Тоже двумя стежками. Я доделываю второй стежок. И здесь я сделаю закрепку, чтобы крылышко не оторвалось. Делаем незаметный узелок. И ниточку спрячу внутрь. Лишнее отрезаем. Вот так получается. Теперь будем пришивать красные крылышки. Располагаем их на один ряд выше подкрылок. Вот я делаю первый стежок через ряд. Так. И второй стежок. И теперь вот сюда под петельку. Вот такое расстояние получается. Хорошо подтягиваю. Перевожу иголку вот сюда под крылышко. И здесь можно будет сделать незаметный узелок, затем ниточку спрятать, чтобы было аккуратно. Вот так. И прячем. Вот так аккуратно получается. Лишнее здесь отрезаем. Прячу остаток.
Вот так получается. Таким же образом симметрично пришиваем второе крылышко. Пришила второе крылышко. Вот так выглядит симметрично. И все аккуратно. Сейчас займемся оформлением головы. Перед этим пришьем белые пятнышки. Ну и затем продолжим. Итак, пятнышки располагаю вот здесь по бокам. Перед красными крылышками. На лицевую сторону выкладываю. Вот так с одной стороны. И вот здесь перед крылышком с другой стороны. И по кругу пришиваем. Здесь я тоже, когда делаю последний стежок, остаток просто прячу под пятнышко, чтобы здесь не было узелков. Пришито достаточно крепко, эта деталь не оторвется. И закрепляю ее вот так. Здесь между швами тоже хорошо будет закреплена нить. То есть я не прячу ее просто внутрь головы. Именно под пятнышко. Вот так. Лишнее отрезаем. И пришиваем вторую деталь. Готово. Вот так выглядит. Теперь беру 2 бисеринки и заправляю в иголку обычную хлопковую черную нить. Заправила в 2 нити. И теперь необходимо пришить глазки по бокам вот этой маленькой головы. Прячу узелок. То есть вот четко вот здесь по бокам. И отступив, буквально там 1-2 ряда. Вот, прячу узелок и пришиваю бисер. Поочередно вывожу то на одну, то на другую сторону. И так делаю несколько стежков. Вот, главное, чтобы было симметрично. Надеюсь, на камеру видно. Материалы все темные. Ну, думаю, все будет понятно. Вот, повторяю. И еще раз выведу вот здесь снизу, 3-й раз под глазом, чтобы закрепить его вот сюда наверх. А здесь наоборот, сверху. Вот так должно получиться. Теперь вывожу вот сюда и делаю узелок. Закрепили. Ниточку прячу и отрезаю. Теперь в одну нить
хлопковую. Сейчас сделаем усики. Узелок я не делаю. Вот здесь делаем вот такой стежок перед глазками. И просто завязываю узелок. Вот так. На 2 раза. И оставляя где-то полсантиметра, отрезаю. Усики готовы. Заправила коротенькую белую нить в иголку. И сейчас сделаем вышивку. Сделаем 2 вертикальные линии вот здесь между глазами и 2 горизонтальные внизу. Прячем узелок и вывожу иголочку практически впритык к глазкам сверху. Буквально миллиметр, чтобы оставался. Вот, и делаю вот такую вертикальную линию на ширину глаза. Перехожу на другую сторону сразу. И точно такую вторую линию делаем. Теперь повторяем стежки. То есть здесь будет по 2 ниточки прошито. По 2 стежка. Вот так проверяйте, чтобы было симметрично. Еще раз сюда. Чтобы они были просто потолще. И внизу делаем 2 вот такие горизонтальные, можно сказать, но они 2 точечки получаются. Вот так. Просто не сильно затягиваем. Вот с одной стороны и с другой. Самое главное — это симметрия. Иначе мордочка будет казаться перекошенной. Вот, не затягиваю сильно, чтобы была вот такая точечка. Узелок я здесь не делаю. Я вывожу иголку вот здесь. Чуть-чуть подтяну, опять же для симметрии. Вот получается внизу, вверху. Усики распрямим. Вот такая мордочка. Вот этот остаток я еще раз продену через пятнышко. То есть узелок я здесь тоже делать не буду, чтобы все было аккуратно. Вот сейчас заправлю ниточку и продену. Вот таким образом. И не затягиваю сильно, чтобы здесь все осталось ровненько.
Здесь подправим. Вот так. Лишнее отрезаем. Вот так получается. Сейчас пришьем лапки. Нам понадобятся 3 вот эти прямоугольные детали. Начинаем пришивать. Тут выбирайте, какая сторона вам больше нравится. Прикладываем вот впритык к черной вот этой голове и прошиваем один ряд. Одну сторону, вернее. Так. Просто по краю. И вот так в каждую петельку доходим до угла. Я дошла до уголка. Теперь берем лапки, распрямляем. Выбирайте, как вам больше нравится положение. И теперь мы вкладываем вот сюда. И вот эту деталь мы подтягиваем. Вот смотрите, чтобы было видно, сейчас прикреплю. Вот так должно получиться. Теперь вывожу иголку с этой стороны. Вот так. И пришиваем вот эту вторую длинную сторону. Заправила. Продолжим. Тоже начиная от уголка. Подтягиваем. И вот таким образом пришиваем. Доходим снова до уголка. Вот я на месте уже. Здесь я делаю закрепку, незаметный узелок. И ниточку спрячу. Внутрь тельца. Вот прячем внутрь. Спрятала и лишнее снова отрезаем. Вот так выглядит. Держится очень хорошо, хорошо зафиксировано за счет пластыря внутри. И затем придадим вот такую форму лапкам. Точно таким же образом пришиваем оставшиеся 2 детали с лапками. Теперь мы будем пришивать впритык, вот практически впритык к вот этой первой детали. Точно так подкладываем лапки и прошиваем низ. И затем впритык пришьем вот эту часть оставшуюся. Итак, я пришила оставшиеся лапки. Вот так получается. И теперь придаем форму. Так. Вот так получается.
Божья коровка устойчива на поверхности. Остался последний штрих, это пятнышки на крыльях. Эти пятнышки я буду располагать в таком же порядке. Вы можете сделать, как вам больше нравится. Пришивать я начинаю с центра. То есть метод пришивания такой же, как и все пятнышки, просто по кругу. В этом варианте я не буду прошивать насквозь крылышко, я буду подхватывать вот таким образом за петельки, чтобы с обратной стороны не было видно. И буквально несколькими стежками, так как это просто украшение крыльев, вот с другой стороны ничего не видно. В этом варианте я пришивала насквозь. То есть смотрите, как больше вам нравится, как проще, как легче. Просто так будет аккуратнее. Делаю последний стежок. И просто прячу ниточку под пятнышко. Вот таким образом. И лишнее отрезаем. С изнанки получается аккуратно, ничего не видно, а пятнышко хорошо пришито. И располагаю остальные. Это будет, например, вот здесь. Я делаю асимметрию, то есть на двух крылышках не одинаково, чуть-чуть смещаю пятнышки. Здесь, например, вот так. И вот так. То есть и на другом крылышке размещайте так, как вам нравится. Принцип, я надеюсь, понятен. Я пришью все пятнышки и встретимся. Ура! Наша реалистичная Божья коровка полностью готова. Вы только посмотрите, какая потрясающая, подвижная и детальная работа у нас получилась. Божья коровка очень устойчива. Также, если вы хотите сделать Божью коровку в виде брелока, можно прикрепить специальное колечко. Вы проделали огромный путь и настоящую ювелирную работу. Я очень горжусь каждой из вас. Пожалуйста, напишите в комментариях, получилось ли у вас вместе со мной связать такую детализированную Божью коровку. Огромная благодарность моим любимым спонсорам за поддержку, благодаря которой этот курс выходил на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видеокурсы. Всем вдохновения и хорошего настроения. До встречи в новых проектах. Пока-пока.